Перед вами Пан и Психея. Нимфа Психея, которая убегала от Пана, от его похоти. Похоть, желание. Как не перепутать обычные природные желания и похоть? По сути, они одинаковые. Просто когда это желание проявляется с человеком, которого ты любишь, с которым у тебя серьезные отношения, то это называют желанием. Когда это желание возникает к случайным людям, и часто это называется похоть. По сути, и там одно и то же сексуальное желание, влечение. Этот заговор я создала где-то лет 10 назад. После одного интересного случая ко мне обратилась женщина и сказала, что она развелась, у нее маленький ребенок. И вот после того, как она развелась с мужем, у них особая сексуальная жизнь не состоялась как таковой. Но вот, как ни странно, после развода в ней что-то такое проснулось, прям какой-то демон внутри. И вот это вот ужасное желание, похотливые желания, как хотите, влечение. И это мешает ей создать семью. Потому что ей стоит встретиться с мужчиной, который ей нравится, и ей хочется сразу же отдаться ему, ей хочется сразу как бы иметь интимные отношения. И она понимает, что это неправильно, что это будет неправильно понято с его стороны. Ну, ничего поделать не может. Пытается себя сдержать, но вот это вот тоскливые взгляды и прочее им сразу понятны. То она потом стесняется, и ей неудобно и стыдно второй раз встречаться, или они отказываются от встречи, думая, что у нее что-то не в порядке. Знаете, слишком чрезмерная страсть тоже пугает мужчин. И она у меня попросила, а можно ли мне ритуал или заговор, чтобы остановить это желание, чтобы оно так остро не стояло в моей жизни и не мешало мне трезво смотреть на мужчин и трезво оценивать их как будущих партнеров. Потому что похоть, желание, оно мешает. Мешает и мужчинам иногда чрезмерная похоть и желание, чтобы создали семью или разрушает семью. Понимаете, вот это вот дикое желание просто есть женщин как хлеб. Внутренний какой-то ненормальный азарт и прочее. И я долго думала, я не нашла ни в каких книгах, нигде именно как остановить похоть или плотское желание. И я подумала, с какой силой связать можно, с какой силой можно как бы связать этот заговор энергетически, чтобы оно действительно сработало, потому что магия – это точная наука. И мне в голову пришла мысль, ведь митрополиты, дьяки, игумены, им запрещена сексуальная жизнь. Есть только священник, да, у него есть семья, жена, дети, да, согласна, но ему тоже запрещено там левая страсть в сторону, кроме семьи. И даже в семье она должна быть умеренна. А вот люди, которые становятся как бы церковными иерархами, им, в принципе, то есть церковным иерархам, по сути, запрещено вступать в сексуальную связь. И митрополитами, и патриархами, впрочем, вначале назывались митрополитами,
становятся люди, которые были именно изначально приняли постриг и сан монаха. И вот я подумала и связала с этой силой, с этим эгрегором, имея в виду воздержание тех мужчин, которые приняли постриг и посвятили себя своему служению. Служению неважно какой силе, но в любом случае. И как бы связав с ними, создала такой заговор запрета, плотского запрета. А потом мне пришла в голову мысль, а если, ну, предположим, вот закрыть эту похоть, желание для того, чтобы человек более трезво жил и создал на трезвую голову семью. А потом как быть? Вот закроет он в себе эти желания, так и останется без желания фригидной. Или мужчина закроет эти желания, а потом у него вообще не будет влечения. Это тоже может разрушить брак. Во всем нужна умеренность. И абсолютное закрытие и абсолютное открытие чего-либо приносит катастрофе. Во всем нужна золотая середина. И тогда я создала ритуал открыть эти желания. Собрала тех же митрополитов, игуменей и прочее, прочее. И как бы в ментальном мире, то есть в тонком плане, эти игумены, эти митрополиты и прочее разрешили, поскольку ты мирянка, ты же не приняла постриг, тебе-то можно. Понимаете? Очень необычно получается, как некая такая игра, понимаете? Как вам объяснить? Как мини-театр чего-то, мини-реальность. Но ведь именно тем заговоры, ритуалы сильны, что они реалистично собраны, привязаны к нужной силе и собраны нужные ключи. Одним словом, работает на ура. И эта женщина через некоторое время действительно вышла замуж, открыла свое желание. Ее муж был очень очарован ею, что она была такая недоступная, достойная дама. Встречалась с ним, как положено, некоторое время, вышла замуж, а потом, естественно, во всей красе отдала свою страсть своему мужу, что ей нужно было, что и правильно. Так вот, дорогие друзья, вы можете это начитать для себя, если у вас, ну, например, так вот остро стоит этот вопрос, и вы одинок, и вам не хочется случайных связей. Иногда люди из-за вот этих вот нестерпимых желаний заводят связи случайные, потом очень жалеют об этом, потому что идут лишние сплетни, слухи, это тоже неправильно. Они хотят как бы успокоить свою страсть, трезвую жить, отдохнуть и на трезвую голову встречаться с человеком, понять, сопоставить все за и против, только тогда создать семью. Вот такие люди могут воспользоваться этим ритуалом. И тогда у них не будет страданий по этому поводу. У них просто закроется это желание на то время, насколько им нужно. И они почувствуют некое облегчение. И это ощущение одиночества, вот это угнетающее чувство, что есть желание, но нет партнера, или не хочется случайных связей, не хочется сплетен, но в то же самое время ты женщина, и тебе хочется внимания, любви и прочее, оно отпадет на второй план. Вы просто не будете ощущать эту тоску. А потом просто снова откройте, когда вам будет нужно, когда у вас будет постоянный партнер или муж, или жена, и вы уже не побоитесь, как бы сказать, излить эту страсть, которую вы копили в себе. Кроме того, вы можете начитывать на своих детях, то есть для своих детей, неправильно сказал, начитывать на напитки, кофе, чай. Но молодые дети, которые без партнеров. Не делайте это, если у них семьи. Это нельзя, и это наказуемо. Я это вообще запрещаю вам трогать. Если у этих людей семья, и вы нарочно это начитаете, это наказание придет на вашу голову. Но если вы боитесь, чтобы, например, сын не поддался похоти, например, да, и не привел в дом ненужную женщину, или дочь не пошла куда-нибудь из-за своей
молодежных желаний и не натворила глупостей. Закройте на время эту похоть. Пусть они более трезвую живут, на трезвую голову встречают партнеров. И когда они уже будут готовы, и когда вы почувствуете, что это действительно те самые связи, которые нужны, начитайте вновь, и это желание у них откроется, и они будут жить нормальной сексуальной жизнью, как и положено супругам. Итак, читать нужно 13 раз. Если вы для себя читаете, просто садитесь, расслабляйтесь и начитывайте 13 раз. Встаете, идете по своим делам. Каждый день. В принципе, один раз начитав, возможно, на неделю-две вот это состояние. Но если вы хотите, то есть вот держать в закрытом состоянии вот более так, чтобы это вас не мучило, лучше начитывать каждый день, через день, пока у вас вот не будет ощущения, что вам больше не нужно читать, и все нормально. Потом, когда вы решите, что это нужно убрать, вот эту холодность, начитайте точно так же. С первого раза она уходит, открывается, но несколько раз, собственно говоря, 2-3 дня можете так на всякий случай дочитать и освободиться от этого замка, который вы сами себе поставили. Задается вопрос, я знаю какой, а вдруг я там забуду второй заговор, а вдруг не найду, а вдруг не знаю, что случится, катастрофа, какая-нибудь, конец света. У меня так и останется? Нет, через некоторое время оно само уйдет сила этого заговора. Месяца через 3 она уходит в любом случае. Поэтому и говорю, что начитывайте часто, чтобы это остановить. И начитывайте после 3-4 раза, и это сразу же уйдет и больше не вернется, если вы снова не начитаете. И своим детям можете начитать, не семейным. Если чувствуете, что ваши дети мучаются от одиночества, им это нужно, или у них какие-то случайные связи происходят именно из-за того, что молодые, им как бы нужна вот близость. И это все приводит к мучению и к боли. А потом это все само уйдет точно так же. Через 2-3 месяца она само улетучится, но можете и начитать открыть это желание вновь. Итак, для молодых я вам объяснила. На воду. Без их знания. Нельзя им говорить. И так читать 6 раз. Закрыть. Остановить плотские желания. Митрополит игуменью позвал. Игумень позвал архиерея. Архиерей монаха позвал. Монах позвал послушника. Все вместе собрались и громко сказали: нам похоть запретно, желание нам чуждо, так и тебе будет чуждо. Они так сказали, как отрезали. Мою похоть закрыли, утеху плотскую запретили. Так и будет. Заклято. Митрополит игуменя позвал. Игумень позвал архиерея. Архиерей монаха позвал. Монах позвал послушника. Все вместе собрались и громко сказали: нам похоть запретна, желание нам чуждо, так и тебе будет чуждо. Они так сказали, как отрезали. Мою похоть закрыли. Утеху плотскую запретили. Так и будет. Заклято. Митрополит игуменя позвал. Игумень позвал архиерея. Архиерей монаха позвал. Монах позвал послушника. Все вместе собрались и громко сказали: нам похоть запретна, желание нам чуждо, так и тебе будет чуждо. Они так сказали, как отрезали. Мою похоть закрыли. Утеху плотскую запретили. Так и будет. Заклято. А теперь, как это убрать и открыть сразу же? Потому что оно само, еще раз повторяюсь, в течение 3 месяцев, самое больше, уходит. Это сила заговора. А теперь открыть. Здесь прям вот срочно надо открыть. Вот вы закрыли, а потом вышли, и вот тут вот прям срочно, вот сейчас прям надо открыть. Идите где-нибудь, уединитесь и начитайте. То же самое.
Митрополит игуменя позвал, игумень позвал архиерея, архиерей монаха позвал, монах позвал послушника. Все вместе собрались и громко сказали: нам похоть запретна, а тебе разрешено. Нам желание чуждо, а тебе дано. Ты мирянка или мирянин. Тебе постель разрешается. Сказали, как отрезали. Мое желание открыли, мне плотскую любовь разрешили. Так и будет заклято. Дальше, еще раз. Митрополит игуменя позвал, игумень позвал архиерея, архиерей монаха позвал, монах позвал послушника. Все вместе собрались и громко сказали: нам похоть запретна, а тебе разрешено. Нам желание чуждо, а тебе дано. Ты мирянка, тебе постель разрешается. Сказали, как отрезали. Мое желание открыли, мне плотскую любовь разрешили. Так и будет, заклято. И еще раз. Митрополит игуменя позвал, игумень позвал архиерея, архиерей монаха позвал, монах позвал послушника. Все вместе собрались и громко сказали: нам похоть запретна, а тебе разрешено. Нам желание чуждо, а тебе дано. Ты мирянка, тебе постель разрешается. Сказали, как отрезали, мое желание открыли. Мне плотскую любовь разрешили. Так и будет, заклято. Красиво, правда? Где еще кто может вот так составить? Я не знаю таких людей. Ну, я имею в виду из новых авторов. Ну да ладно. Так вот, друзья мои. Да, красиво составленные, только древние заговоры. Новые авторы, я бы не сказала. Ну да, я не хочу сейчас об этом. Кто-нибудь задаст вопрос: а можно просто прочитать на усиление сексуальности? Нет, это не усиление сексуальности, здесь совершенно другое. Поэтому, пожалуйста, делайте по назначению и никогда не спрашивайте под роликом: а можно вот на это сделать? А может, если бы можно было, я бы сказала, можно и на это, и на то. Делайте именно нацеленно для той проблемы, которая здесь указана. А та проблема, которая у вас, можете по этой проблеме найти другой ритуал мой, да, предположим, или подождать, пока я выложу. Все, друзья мои, всем удачи.